С добрым утром, дорогие друзья! Канал Рыболов Копатель Шалом православный. приветствует вас. Товарищ генерал. Привет. А чё это вы в маске сегодня? Чихаю. Гриппуем. Короче, это самое. Мы отправляемся сегодня на раскопки. Тут схема у нас предстоит довольно-таки интересная. Соревновательная. Ну, кому соревновательная, кому не соревновательная. В общем, сейчас они меня высадят на моем любимом поле в последнее время, потому что ребята уже не верят в него. Они говорят, уже там невозможно ходить. Кроме бешеных енотовидных собак, стаи волков, огромных лосей, больше никого там нет. Так что я отправляюсь именно туда вместе с вами, друзья, на уроки выживания. Ну а парни поедут искать что-нибудь новенькое. Вы по новым локациям поедете, Антон? Ну да, есть наработочки маленькие. Есть По наработочки. картам посмотрим, что там есть. Антон забирает, в общем, вот этого вот мистера. Представителя генералитета. Да. Так что, друзья, я думаю, точно будет интересно. А ты, Антон, знаешь что? Вы если что-нибудь найдете, ты или генерал, вы тогда, ну, на свои телефоны снимаете только в горизонтальном виде, а я потом включу. Только всякую ерунду не снимайте там, пожалуйста. А потом в конце общую выкладку находок сделаем вместе. Хорошо. И, друзья, обязательно подписывайтесь на канал Рыболов Копатель. Пишите ваши комментарии и ставьте палец вверх. Желаю вам приятного просмотра. В добрый путь. Утренний американо просто великолепен. Доброго просмотра. Красота какая. Россия священная наша держава. Небо рисует загадочные узоры, друзья. Посмотрите, какие картины на нашем пути. Ну это вот просто. Будь здоров. Спасибо. Посмотрите, просто какие-то реально узоры. Да что ж ты будешь делать, а? Че ты нас зачесался? Ребят, выбрасывают меня здесь. Вот здесь вот была ровная поверхность, сейчас все перевернули. Ребята не верят в это место, а я поковыряюсь. Есть где ходить. Вот они, орлы. Вот эти вот. И генералыч там. О, солнышко встает, красота. Ну все, ребят. Остаюсь один в долине бешеных енотовидных собак на Волчьем Пятаке. А ребята отправляются искать свои поля. Ну а мне вот этого вот просто хватит на весь день. С вами мы обязательно что-нибудь найдем. Ставьте палец вверх и поехали. Пишите коммент на золото и серебро. Только по глубинам ставят, прибор переключает. У меня-то нет такого. Посмотрим. Пошел. Погода просто великолепная. Осенние краски радуют. Пашня полностью в моем распоряжении. Настрой и заряд просто колоссальный. Вперед. Хожу около получаса. И вот за это время мои первые находки. Рядовые, ходовые пфениги разных сортов и мастей. Кроме них также попадается мелкая цветнина. Сигналы, в принципе, есть. Пока что хожу здесь. Чуть позже переметнусь на Волчий Пятак. Хороший сигнал. Выкопал. Звенит вот этот комок. И что у нас в нем? Опа. Кажется, колечко. Перстень. И даже что-то на нем изображено. Давайте посмотрим. Неужели подкова? Интересно. Замечательная находка.
Сейчас попробую ее слегка почистить. Да, кажется, это подкова. Не маленький размер. Вот такая вот находка интересная. Да, подкова. Класс. Полная целенькая. Тем временем команда генерала и Антона, двигаясь в поисках полей, заехали на захоронение. Захоронение немецких воинов. Наверное, Первая мировая, скорее всего. С именами. Там крест. Первой мировой. Наконец-то мои оппоненты добрались до намеченных точек, нашли запланированное поле и пошли первые находки. Генерал тут позвал, верховые подымает. Не, ну только говорил, да, сегодня хочу 1 мая. Ни разу не поднял еще. Наверху лежал. Вот здесь. Махи, привет. Оп. Ну а я добрался до Волчьего Пятака. Здесь когда-то стояло 3 немецких дома. Буду ходить здесь. Постоянно в напряжении хожу, друзья. Так поглядываю по сторонам, чтобы не подошли волчата. Потому что следов, смотрите, сколько. Всяких разных. Тут и косули, и лисы, и волчьи крупные такие следы попадаются. Так что на фоксе все время. По кромке иду. Ребят, что-то интересное вылетело. Вау. Вау, друзья. Что-то интересное. Давайте чистить ее. Это крутая штука. Это очень крутая штука. Ля брош. Сходу даже и не могу сказать, что это такое. Возможно, была кокарда. Судя по всему, вильгельм. Сверху какая-то лапа. Может быть, и не хватает орла. Также загнутый горн. Может, это что-то на тему почты, а может быть и охоты. Кое-где присутствуют трещины, но еще сохранилась позолота. Эта находка меня очень порадовала. Нахожу такое впервые. К сожалению, очень тонкая, друзья, и, я бы сказал, довольно-таки хрупкая конструкция. Ну вот, все, что удалось, хотя бы какой-то вид общий придать. О восстановлении речи быть не может. Вот как есть, так и есть. Солдатик оловянный. Такой вот дядя. Барабанщик, что ли, или что у него там? Да, походу, с кисточкой. Продолжаю исследовать территорию намеченных 3 домов. Точнее, мест, где стояли 3 дома. И надо заметить, сигналы следуют с завидным постоянством. Ой, какая пуговка красивая, наверное, Кёнигсберг. Какая рельефная. Да, это Кёнигсберг. И даже остатки былой позолоты. Класс. Смотрите, ребят, линза от очков.
Нифига там увеличилка какая. Обалдеть, блин. Тем временем ребята продолжали копать на своем поле, примерно в 30 километрах от меня. И Антон, и генерал подняли по монете. У Антона 5 пфенигов 1925 года в отличном состоянии. И товарищ генерал тоже не отстает. Какая-то монета у генерала интересная. Надо чистить. Что-то там написано. Как будто бы крупная монета какая-то попалась, но не серебро. Давайте посмотрим. По размеру как будто бы 4 пфенига. Действительно. Это они и есть. Не так часто попадается, но рельеф оставляет желать лучшего. Но чем богаты, тем и рады. Тем не менее, находка. И мы продолжаем наши поиски. Прям хороший сигнал. Давайте попробуем его копнуть. О! Где-то тут еще. Не выкопал. Вот тут по-любому будет здесь. Вообще не здесь. Да что ты будешь? Где-то в стенке. Что ж такое-то? Выкопал. Что это такое? За форсунки. Даже не знаю, что это такое. Сейчас почистить попробую, посмотрим. Походу, блин, пришельцы потеряли от тарелки. Фильтр какой-то. Может, ионизатор какой-нибудь, хрен его знает. У кого есть предположение, что это такое, пишите. Кроме цифры 5, я вот тут больше ничего не вижу в упор. Ну, цветной металл забираем. Места эти, друзья, всегда славились охотой. Всегда славились охотой. И смотрите, какая пуговица интересная. По-моему, там охотник. Насчет охотника не уверен, к чему я это прогнал. Но какой-то сеньор уж точно стоит там.
зацеп у нас. Первая мировая. Дождик закапал. Еще один зацеп. Тоже, наверное, Первая мировая. Старый. Непонятно, что за металлопластика. Типа бронзовое литье. Цветочки всякие разные. Что это было, чем служило, не ясно. Вот какие-то отверстия есть. Может, накладка на какую-нибудь предмет интерьера, не знаю. Наши поиски с генералом продолжаются. Как-то в Упахе интересно дела. Вот выпало что-то странное. В принципе, похоже на серебро. Георг Трайлет Гамбург. Что это такое, непонятно. Чим запашкой. Вымерз, наверное. Чё, согреем. Ветер усилился, холодный. Да, уже зима. Прямо зима. Пахнет. Вон он. Наш зимородок. Зяблик наш. Зяблик. Вымерз, наверное. Когда я спросил у ребят, как называлась их команда сегодня, они с гордостью ответили, что они пфениги. Генералу попался вот такой интересный топорик. К сожалению, металл очень сильно устал. Кроме этого, 1 мая, знак, который Антон отснял, момент его находки, его мы видели. Залипшие пара монет. Вот эта монета, это 4 пфенига. У Антона также ходовые монетки. Предположительное серебро оказалось горловиной тюбика от какой-то очень и очень старой парфюмерии. Выполнено оно из олова, потому что блеск-то, конечно, серебряный, но металл очень сильно мягкий. Могу с уверенностью сказать, что мой результат оказался ничем не хуже, чем результат ребят. Не знаю, стоило ли ехать еще за 30 километров, искать какие-то поля, если спокойно можно было ходить здесь и не спеша выбивать остатки. Нужна лишь усидчивость. Вот этот вот аппарат так и непонятно. Может быть связан как-то с сепаратором, потому что другие детали тоже попадались. Ну, также еще всякая цветнина, пуговки, монетки, зацепы, солдатик и так далее и тому подобное. Вот это что-то наподобие алюминиевой бирки. Крис Лабиау, что ныне город Полесск. Вот такой вот результат, друзья. Вот и испортилась погодка, ребят. А мы едем, вон впереди, видите, там башня Саурона двойная. Именно там. Сейчас возьмем кофейку и будем следовать еще домой. Ой, какая погода ненастная. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Погода испортилась окончательно, но впереди вроде бы неплохая еще погода, 10 градусов. Так что, надеюсь, выезды еще будут, конечно же, в этом сезоне. Обязательно подписывайтесь, ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Следующая поездка только на Большак. Поедем только на Большак. У Паши больше находок, чем у нас было. Только Большак. Всем пока.